Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Сегодня у нас очень интересная тема. Мы с вами поговорим о Москве, столице России, о городе с богатой историей, удивительной архитектурой и современной жизнью. Хотите узнать больше? Тогда слушайте меня внимательно. Я начинаю рассказ. Москва появилась очень давно, в 1147 году. Князь Юрий Долгорукий написал о ней в своих записях. Тогда это был маленький город, но со временем он стал больше. В XIII веке Москва стала столицей княжества. Однако в 1237 году пришли монголы и разрушили город. Это было тяжелое время для москвичей. Но Москва восстановилась. В XV веке Иван III сделал ее столицей всех русских земель. С тех пор Москва только росла и становилась все красивее. Москва знаменита своими красивыми зданиями. Самое известное место – Кремль. Это не просто исторический центр, но и резиденция президента России. На Красной площади можно увидеть мавзолей Ленина и Казанский собор. Знаете, почему площадь называется Красной? Дело не в цвете. В старом русском языке слово «красный» означало «красивый». Значит, Красная площадь – это красивая площадь. А еще в Москве есть храм Василия Блаженного с его яркими куполами. Это одно из самых известных зданий России. Любите искусство? Тогда вам понравится Третьяковская галерея, где можно увидеть знаменитые картины русских художников. Сегодня Москва – это огромный город, в котором живет более 12 миллионов человек. Здесь есть все – театры, музеи, парки, рестораны. Московское метро – одно из лучших в мире. Оно очень красивое. Многие станции похожи на дворцы с мраморными колоннами и люстрами. Москва – это город фестивалей. Здесь проходят выставки, концерты и кинофестивали. Например, Московский международный кинофестиваль привлекает режиссеров и актеров со всего мира. Давайте узнаем несколько интересных фактов о Москве. Москва – это город миллиардеров. Здесь живет очень много богатых людей. В московском метро более 200 станций. Некоторые из них выглядят как настоящие дворцы. Вот только в московском метро очень много людей, поэтому мне не очень нравится. Красная площадь – это центр Москвы. Здесь проходят главные праздники и парады. Один из них проходит 9 мая. Военный парад
в память о победе в Великой Отечественной войне 1945 года. Варшавское шоссе – это самая длинная улица Москвы. Его длина более 30 километров. Москва очень большой город с длинными улицами и широкими площадьми. Парк Горького – это любимое место отдыха москвичей. Здесь можно гулять, кататься на велосипеде и даже смотреть кино под открытым небом. Башня Федерация – самый высокий небоскреб в России. Его высота 374 метра. Большой театр – это знаменитый театр балета и оперы. Здесь выступают лучшие артисты мира. Москва – это город, который никогда не спит. Здесь соединяются прошлое и будущее, традиции и новые технологии. Вы любите историю? Значит, вам понравится Кремль. Если любите искусство, то обязательно посетите музеи и театры. А если хотите увидеть современную Москву, то вам стоит подняться на небоскреб и насладиться видом на город. Если вы еще не были в Москве, обязательно посетите. Вам понравится. Это город, который удивляет. А я прощаюсь с вами. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, что вам было интересно. До следующей встречи и всего вам самого доброго.